Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартира. Для сегодняшней катки мне нужно было, соответственно, подготовиться, поэтому смотрите, как я выбрался. Красиво, прекрасно. И, кстати, я здесь вижу, есть гнездо моря. Может, это та катка, где я реализую медузу в тройку? Или как? Не, хотя на самом деле, когда есть реликвия Мамора, то это 100% будет несколько АМов в тройку, несколько Матки Кинга в тройку, причем все это будет ранних, а гнезда Мамора, как назло, у тебя либо у меня не будет, естественно. Ну вот, знаете, это жизненная. Я думаю, многие уже с этим столкнулись, и не раз, когда есть в катке реликвия Мамора, то ли вам фигура фиолетовая не упадет нужная, да и в целом, может, какая-то фигура нужная не упадет ранее. Зато вашим противникам, либо же ранее АМ, либо ранний Манки Кинг, либо ранее нужная фигура. Ну, естественно, все им падает, но не падает вам. Ну и, соответственно, и мне тоже. Естественно, раз я об этом говорю. Так, духовный талисман я скипнул, хотя, ой, мне кажется, я грешное дело сейчас сотворил. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, правильно? Не часто я вижу в катках все-таки богов-жрецов, поэтому я думаю, стоит и рискнуть. Поэтому я взял и рискнул. Взял и рискнул, поэтому посмотрим. Будут жрецы, значит, не разорвут сраку. Если не будут жрецов, то будет все замечательно, значит, я буду всех взрывать, естественно. Но чует моя чуйка о том, что есть как бы проблема будет. Точнее, не есть, а будет проблема. Я говорю, есть проблема, как будто она сейчас есть. Может, я Ванга, раз я настолько сильно оговорился. Так, эти предметы мне не нужны. Мне нужен клевер. Давай, клевер. Хорошо. Так, для старта на охотниках у меня пока что все замечательно. Единственное, что у меня нету никакой стенки. Вот это вот огромнейший минус. Кстати, ребят, я хочу кое-что вам сказать. А что это такое? Я делаю отличный контент, а лайков так мало. Неужели, когда я не напоминаю за лайки, вам не хочется прожимать лайки? Давайте, ребят, не стесняемся. Предыдущий мой ролик я снял обалденный контент по шаманчикам через волшебников. Боже, одна шмотка лучше за другой. Мало ли того, что мне снайпер в двойку пришел сразу, так мне еще и... Короче, это круто. Это очень круто, то, что мне сейчас пришло со старта так. Ну, ладно. Вот главное, чтобы сейчас богов-жрецов здесь не было. Потому что если будут боги-жрецы, то, естественно, меня а-та-та так сделают, что прям... Ух. Но надеемся. Надеемся и верим в то, что этого не произойдет. По крайней мере, я в это буду верить обоими руками, обоими ногами, обоими зубами. Ладно, не обоими зубами. У меня чуть побольше все-таки будет. Так вот, что я хотел сказать. По поводу лайков. Предыдущий ролик я снял отличную катку на шаманах через волшебник. Поэтому, кто эту катку не видел, обязательно переходите, посмотрите. А кто эту катку видел, естественно, от вас я жду лайки. Кстати, я, по-моему, сделал каку. Ну, естественно, я сделал каку. Я поставил 4 охотника, но не поставил никакой стенки. Ну, гений, правильно? Ну, непризнанный гений. Обалдеть. Ох. Ладно, я надеюсь, это хотя бы будет та игра, где я смогу реализовать медузу в тройку через гнездо Мамора. По крайней мере, я на это надеюсь. И надеюсь, что моим противникам не упадет антимаг до 10-го, либо же гнездо Мамора вообще им не упадет на 10-м раунде. Пусть антимаг падает, но главное, чтобы гнездо Мамора им не падало. Потому что если будет падать гнездо Мамора и будет у них антимаг, естественно, то все, это будет капут. Это будет все, это будет кирдык капут. Ну, мы, соответственно, верим в лучшее, правильно? Мы позитивно настроенные люди, поэтому мы будем верить в лучшее. Ребят, не забываем за лайки. Мне в действительности нужна ваша поддержка лайков. Все, я один раз вот так вот сказал, четко в этом ролике, что мне нужны ваши лайки, поэтому, надеюсь, я больше не буду говорить об этом, и вы будете ставить максимальное количество лайков. Смотрите, я за вами слежу. Так, естественно, мы такой апгрейд принимаем. Кстати, по поводу селедки. Вот я сейчас поставлю гримтач и поставлю эту селедку. Если мне гримтач придет в двойку, естественно, будет неплохо. И хочу сказать следующее. Я раньше думал, что вот этой селедки скилл ауешный, то есть массовый. А на самом деле это таргетный скилл теперь. Вдруг кто не знал, то теперь это таргетный скилл. Я об этом совершенно недавно узнал, буквально, наверное, катки 2 назад я об этом узнал. И вот сейчас я вам продемонстрирую, почему это таргетный скилл. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, что я продемонстрирую. Сейчас посмотрим, куда Гримтач, во-первых, закастует свои чернила. Потому что, как обычно, по закону подлости чернила будут кастоваться туда, куда не надо. Либо же будут кастоваться туда, куда вот мой селедка не будет кастовать стан.
Вот поэтому сейчас посмотрим. Ставлю на такое расстояние, потому что, ну, чтобы как можно больше количества фигур. О, смотрите, 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 смотрите за станом. Бэм! Видите, он таргетный. То есть, если вы могли заметить, только что под юнитами была такая, вот, знаете, раскаленная земля. Ну, не раскаленная, расколотая земля. Я хотел раскаленная. Расколотая земля. Не, ну панда мне, конечно, это приходит. Я могу попробовать испытать надежду на эту панду. Но хочется ли мне этого? Вот хочется или нет? Не знаю. Ой, как не знаю. Так. Тут будут боги-духи, то, что да я вижу. Боги-духи будут, интересненько. Так, тут уже волшебники собрались полные. Там, скорее всего, будут маги. Маги через волшебников. Это, конечно, не хорошие новости для меня. Такие себе новости. Кстати, давайте, чтобы вам было более интереснее ставить лайки, я вам предложу такую вот сделку. 50 лайков под этим роликом, и я буду реализовать гнездо Маморы через котла. Я думаю, это довольно-таки интересное предложение, да? Кстати, на всякий случай я буду собирать инсектоидов. Ну, как вы уже могли понять, то я в действительности хочу попробовать собирать инсектоидов. Ну, знаете, ну, мало ли. Мало ли мне повезет, и я смогу еще и инсектоидов реализовать в этой каточке. Хотя на самом деле это сборка разработчика. Вот что-что, но игра на инсектоидах это сборка разработчиков. Именно сам разработчик на ней катает повседневно, каждодневно, ежедневно, в обед, завтрак, ужин, без разницы, во сне, перед сном, проснулся и сразу и катает на инсектоидах. Знаете почему? Потому что эта сборка самая рандомная. Играть на инсектоидах это то же самое, что крутить рулетку, повезет, не повезет. Вот серьезно, вот так вот берете 50 на 50, сразу монетку подкидываете и думаете, повезет вам сегодня или не повезет. И будет вам в большинстве случаев не вести, чем вести, если вы будете играть на инсектоидах. Если получится, то мы в этой каточке и посмотрим. Но, по крайней мере, я хочу, чтобы у меня получилось реализовать медузу. Медузу в тройку. Ее реализовать только смогу в том случае, если она придет ко мне ранее. Если она ранее ко мне не придет, то финита ля комедия, суши весла. Боже, ну я только заговорил за богов-жрецов, и вот я только скипнул этот медальон. Чем мне приходится... Ой, короче, походу мне здесь придется сделать страховочную синергию, и на самом деле страховочная синергия, наверное, звучит следующим образом, это инсектоиды. Тут я уже вижу два жреца, которые собираются, и меня это вообще не радует. А еще я вижу, что мне неплохо инсектоиды идут. Это то, что доктор прописал. Это то, что нам надо. У меня, кстати, 5 винстрик. Интересно, надолго ли винстрик со мной или как? Или так? Мельком, мельком забежал ко мне. Хотел сказать, мельком замелькнул. Я когда уже осознал, что какую-то ахинею хочу сказать, такая, так, Галя, отмена. Да, тут, походу, будет несколько жрецов. Но мне стоило догадаться о том, что здесь будет несколько жрецов, потому что я выпустил целых 2, чуть ли не подряд ролика по поводу жрецов. И хоть тут играют иностранцы сейчас, но... Ну сколько? 3 жреца я уже минимум здесь вижу. Причем одного я вижу жреца целенаправленного. И это меня не радует. Это меня ни грамма не радует. Так, вот жрец есть, но тут он на волшебниках играет. Поэтому тут не факт еще, что будут тут у меня жрецы против меня. Именно вот этот тут персонаж будет играть на жрецах. Не факт. У него все-таки есть фуловые волшебники. Скорее всего, он будет играть через магов. У меня есть 2 варианта решения моей проблемы сейчас. Из-за того, что я скипнул медальон, это моя ошибка, естественно, да, я на самом деле вот сколько себя корю о том, что не надо скипать этот медальон. Я всем советую не скипать этот медальон, но, блин, держать его с самого старта, этот медальон, это же самое, что лишать себя многих перспектив. Да, дает 25% уклонения. Кто-то скажет, это много, а я скажу, что, ну, это слезы. Вот что-что, но я считаю это слезы. Поэтому я особо как бы, ну, не очень. Не очень отношусь к этому медальону, но скипать его это крайняя ошибка. И вот я рискнул, и я понимаю, что, скорее всего, жрецы меня испепелят в этой каточке. Ой, как испепелят, боже мой. Чувствует моя 5-я точка приход жрецов. Чувствует. Да, я, наверное, буду все-таки брать и на деф какую-то синергию собирать. И на деф, наверное, синергию буду собирать это инсектоиды. Другого варианта я не вижу. Но...
Ладно. Награда за гоблинов это еще отличный предмет. Точнее, реликвия. Че я считаю это все время предметом? Вот объясните мне. Кто еще считает реликвии предметами? Я не один такой, который все время говорит о том, что это предмет, а не реликвия. Я, кстати, выйду в 20 монет. Мне нужно максимально быстро сейчас выйти в 50 монет, чтобы брать уже наконец-то уровень. От уровня будет многое зависеть. Гнездо Мамора уже есть у одного. И что ж ты туда засунешь в это гнездо Мамора? Оу, Разор. Интересно. А не будет ли это ошибкой Разора закинуть туда? Хотя на самом деле, если собрать вот так вот Разора, вы прикиньте, ранний Разор в тройку до 20 раунда, ну либо там на 20 плюс-минус раунде у вас Разор в тройку, это первый момент. Вы ставите волшебников, магов и все. Вы взрываете все и вся, любой пуш, любой спам. А еще, дай бог, вы там потом соберете в будущем 6 магов через 4 бога. Это ж прям вообще конфетка будет. Так, я проигрывать еще не собираюсь, алло. Мне еще винстрик мой нужен. Чисто на пенька накинул свой щит. Не могу пробить, невозможно. Мне не нравится, что уже несколько, как бы, богов-жрецов хочет собраться. Вот не нравится мне это. Не нравится мне это. Угу. Ладно, я думаю, продам. Не хватает, кстати, одного всего лишь охотника, чтобы я сделал себе 6 охотников. Было бы у меня 6 охотников, я уже был бы более уверен в своем билде. Хоть я и сейчас уверен в нем, но не настолько сильно. Так, я уже вижу, есть сколько? 2 реликвии Маморы. Так, ты что запихнул в реликвию Маморы? Ничего пока что. А что ж ты ждешь, интересно? Что ж ты ждешь, интересно? Так, это Лэри. Фух. Мне на мгновение показалось, что Разор сейчас прокатится к моему снайперу. Чисто, ну, на огонек заглянет к нему. Говорит, там гномий эльк хорош. Честно, пока что мне очень хорошо идет и охотники, и инсектоиды. Но я скипать инсектоидов не хочу. Инсектоиды это моя будет подстраховочная подушка. Я даже сделаю сейчас вот такую вот мув. Продам селедку, поставлю скорпиончика. Хотя на самом деле мне селедка больше нравилась. Так, там боги-духи уже собрались. Интересненько, интересненько. Маг-дракон собирается. Неинтересненько. 13-й раунд, Разор уже в двоечку. Понял, принял. Угу. Я так понимаю, будет ранний Разор в тройку. Боги-жрецы меня вообще не радуют. Как я уже сказал, потому что я медальон скипнул. Ну ладно, мне нужно опасаться вот этих ребят, которые будут играть через гнездо Маморы. Опасаюсь дичайше. Мэн. Прикольно он ник себе сделал. А ну-ка напишите мне в комментариях, как такой ник сделать? Я имею в виду это вот с теми вот всеми закорлючками и тому подобное. Как так прикольно сделать ник? Или это какой-то язык? И я такой невежествен сейчас. Пока неплохо идет мне по охотникам, неплохо. Но плохо в том, что тут есть жрецы. Не было бы жрецов, я бы и дальше, наверное, продолжил в охотниках сидеть. Но так как есть жрецы, чувствует моя попа, что будет плохо. Ой, как будет плохо. Чтобы вы понимали, почему я настолько сильно опасаюсь жрецов. Ну, про медальон это вы уже поняли. Но я больше всего опасаюсь того, что, во-первых, они будут брать меня под контроль, и я своими керри буду уничтожать сам себя. А когда ты берешь на жрецах под контроль охотников, то там просто за несколько секунд испепеляется весь стол. Не дай бог, конечно, что еще возьмется под контроль именно ваш мейн керри, который будет разрывать все и вся. Ну, что, кстати, прикольно сделал. Он взял гнездо Маморы, но он пока никого туда не засовывает. Он ждет какого-то особенного персонажа. Мне ж интересно, кого. Кого ж ты ждешь? Так, ну вот, эти боги-жрецы, но он сейчас пока на лустрике играет. То есть он не пытается себя как-то апнуть, что такого. Просто играет на лустрике. Это пока что меня радует. Угу. Так, апгрейд есть, хорошо. Также у меня есть винстрик 10, это тоже хорошо. Но мне нужно немножко еще. После этого раунда я себе юзну вот эти награду гоблинов, и у меня будет плюс 4 монетки инкама.
я буду брать уровень. На 9 уровне я буду ролиться. Раньше, чем 9 уровень, я даже не буду ролиться. Вообще не буду. Хотя на самом деле можно было бы и сидеть на охотниках на 7 уровне. При этом юзнуть вот эту награду гоблинов и просто ролить максимально троек. Но, как я уже ранее сказал, боги-жрецы возьмут моих охотников под контроль, и все. Мои охотники сами себя вырежут. Причем за несколько секунд. Я думаю, многие сталкивались с этой проблемой, когда вы играете на охотниках, они берут мейн-керри, и ваш мейн-керри вырезает всех охотников за несколько секунд. Или наоборот, вашего мейн-керри, ваши же охотники сбреют за 3 секунды. Тот даже очухаться не успеет. Блин, как хорошо идет. Идет-то хорошо. Сейчас, короче, если выигрываю раунд, продавать никого не буду. Хотя, может, ну, его в баню и Мирану продать. А как бы не особо важный персонаж у меня сейчас. Я бы даже сказал, вообще не важный персонаж. Один бог-жрец, второй бог-жрец, понимаю. Не, ну тут чел и так выиграет мобов, тут видно. Если бы у него жрицы в двойку не было, я бы еще сомневался. А так у него жрица в двойку есть, поэтому... Ну, кстати, вот видите, у меня снайпер сейчас 4 монетки стоит. О, клятва. Прекрасно. А у меня снайпер сейчас стоит 4 монеты. Приходит этот бог-жрец, берет мою самую дорогую фигуру под контроль. Моего снайпера. Потому что он 4 монеты стоит, как ее жрица. Его жрица. Кстати, дебаф нежити я скину. Так вот. Придет сейчас он со своей жрицей, возьмет моего снайпера под контроль и все. И будет арам-зам-зам, арам-зам-зам. Не понял? Ну стреляй! Боже, как... А, я проиграл. Понял. Понял, принял. Естественно, несколько... Почему я не удивлен, что именно у меня это произошло? Почему я сейчас так вот возмущаюсь? Это чисто из-за того, что когда я играю на духах, у меня так окаменение не работает, как работает у вот этого противника. То есть у моего противника сейчас сработало сколько? 4 раза подряд окаменение. И из-за этого я не смог добить этого Марса, прикиньте. 10 из 10 очков Гриффиндору. Так, кстати, признавайтесь в комментариях, кто уже начал пересматривать Гарри Поттера. Сколько там осталось? 4 дня до Нового года, поэтому признавайтесь, кто начал уже пересматривать Гарри Поттера. Так, Айбумью. Непонятно, что собирает. Так, апгрейдить пока что стол я буду. Мне нужен этот апгрейд. Ни в коем случае пока скипать его нельзя. Не дай бог совершить такую ошибку. Ну да, мне надо будет в инсектоидов перестраиваться. Слишком много в катке жрецов. Слишком много. Но этот жрец, скорее всего, откиснет сейчас. Скорее всего. Он такой слабоватый. А вот второй жрец, Гафера, это прям опасненько. Сейчас мы понаблюдаем немножко еще за игрой, но пока что я планирую перестроиться. Бэм-бэм-бэм-бэм. Как мне нравится, когда иногда охотники успевают раньше застрелить своего противника, нежели они юзают свою способность. Бёрд что-то вообще непонятное собирает. Возьму немножко уровня и вот так вот сделаю. Так, у меня еще есть 7 раундов инкама, хорошо. И 98 хп, отлично. Можно было бы, знаете, в какой билд перестроиться? Драконы, ведьмаки и Керри Свен. Это жестко. Керри Свена еще попробуй найти. Хотя на самом деле я уже быстренько так взял 8 уровень, что прям сам не заметил этого. Но это все из-за того, что у меня есть вот эта гоблинская монета. Начала расстановка гениальная. Гениальная. Ребята, берите с него пример. Смотрите, какую расстановку делает на магах. Что скажете? Оцените расстановку от 1 до 10. Соответственно, в комментариях. Да. Ничего себе там Лина, просто прямое попадание в снайпера. Обалдеть.
Не, ну нормально так Лина мне только что засандалило между глаз. Я думаю, снайпер там был такой, ну, в восторге от всего действия. Так. В принципе, такая расстановка мне более-менее подходит. Так, там винстрик есть уже у молодого, который играет на богах-духах. Не нравится мне это все? Не нравится мне это все? Так, у меня еще есть 5 раундов, в принципе. Хорошо. Так, клевер упала. Еще отлично. Лучше б медальону. Жалко не медальон. Вот тот момент, когда я жалею о том, что у меня не упал не медальон. А что за реликвия? Гнездо Маморы. Я квапу засуну туда. Засуну квапу, потому что я не особо хочу играть сейчас через охотников теперь. Вроде бы как охотники идут, но судя по тому, что там происходит... Хотя, хотя там боги-духи тоже неприятные такие ребята. Да, я, наверное, попробую сыграть через инсектоидов. Я надеюсь, это не будет грубая ошибка, но я попробую Я попробую все-таки сыграть через инсектоидов. Да. Никаких охотников. Я знаю сейчас свое везение. По-любому сейчас ну, будут боги-духи, точнее боги-жрецы. И будет у меня эль проблему. Разор в тройку. Угу, угу, угу. 20-й раунд, чел Разора в тройку выкатил. Неплохо, неплохо. Интересно, давайте сейчас засечем время, за сколько мне квапа в тройку придет. Засекаемся вместе. Пишем в комментариях, на каком раунде ко мне придет квапа в тройку. Фух. Так, это был Айбумью. Айбумью. Не опасен, не страшен. Да, надо 9 брать. На 9 ролится. Так, неплохой такой... А неплохой такой апгрейд. Сейчас перекину эти предметы в Мэрту, потому что в Мэрту я намного более верю, чем снайпером. Не знаю, снайпер мне как-то доверие особо не внушает. Кстати, а мне цвета вообще ходили? Приходили в этом раунде? Ходили, говорю. Ходили, да, в гости ходили, на вечерю приходили. Так. Ну, у него расстановка какая-то, ну вот объективно, ну, подводит его расстановка. Разор в тройку не достает как надо. Да, играем через инсектоидов. Будем играть через инсектоидов. Они более-менее сейчас идут так неплохо. Не нравится, что там бог-дух имеет винстрик. Вот не нравится мне это. Пахнет проблемой. Таким, ну, шнечит жестко, понимаете? Жесткой проблемой шнечит. Может быть, мне все-таки... Так, маг-дракон. Ого-го. И убийца. Все-таки, наверное, не зря я скипнул охотников. Судя по тому, как этому молодому везет на... Да, надо было прочекать этого убийцу. Прочекать его предметы, потому что благодаря этим предметам он меня сейчас и вынес. Эх, надеюсь, я не совершил ошибку в том, что перестроился в инсектоидов. Надеюсь. Пока что еще не полностью, но я уже закинул в гнездо Маморы. Кстати, а по поводу гнезда Маморы, а ты будешь апаться сегодня или как? 24 раунд, у меня яйцо Маморы просто не хочет апгрейдиться никак. Ни в какую. 2 из 9. Серьезно? 2 из 9. На гнезде Маморы. Да, девочки. Дракон-маг меня как-то...
Ничего, он меня смыл, этот разор. 6000 урона, прикиньте. Ничего себе. Свен. Ну, Свен мне уже не нужен. Цвета пришла, но я как-то не особо хочу цвету это видеть. Так, кстати, у меня сейчас уже нет инкама. Вот эти 80 плюс монет. Поэтому, в принципе, на следующем раунде я смогу перестроиться. И я думаю, сейчас попробую сердце инсектоида найти. Мать насекомая. Как оно правильно называется. Ну ты глянь на это гнездо. Просто 2 из 9, 25 раунд. Серьезно? Короче, все, я как бы, ну, умываю на этот счет руки. Поэтому дальше вы в комментариях мне напишите, на каком все-таки раунде ко мне придет апгрейд. Квапы в 3. Вот на каком раунде напишите, если, конечно, доживу. Потому что, судя по всему, как-то... как-то не очень хочется, но... Не очень хочет доживать. До этой стадии. Так, неплохо, неплохо. Продать охотников, поставить инсектоидов? Ну, думаю, да. Надо пробовать. Надо пробовать. Так, у меня есть кучка дубликатов уже. Есть антимаг. Я, наверное, пока жреца поставлю этого. Жрец мне вносит больше доверия. Пока что. Хотя, может, это ошибочно. Вот если бы этот жрец пришел ко мне на 20-м раунде, я бы, не глядя, этого жреца закинул именно в гнездо Маморы. Или того же антимага. Но судя по тому, как яйцо у меня апается, это, ну, гнездо Маморы имею в виду, то такое себе. Давай, 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 инсектоиды. Берем Энчу. Наша инвестиция в хорошее будущее. Зверь. Не знаю, поверю пока в этого жреца. Да расти ты, гнездо Маморы, уже. Ладно, в 2 пока появился у меня персонаж на жреце. Пока неплохо. Пока что. Вот-вот-вот. Бруда появилась. Кстати, у меня есть одна идея. Это закерить не Медузу в 3, а Бруду. Мне кто-то писал, что если закерить Бруду в 3, то она тоже довольно-таки неплохой керри получается. Так, яичко, Манки Кинг. Это намек на то, что Манки Кинга нужно керрить, да? Ну, попробуем. Закинем сейчас сердце насекомых сюда. 10 винстрик там, 7 винстрик тут. Все с винстриками, один я бомж с 80 хп. Ну, в принципе, меня такой расклад устраивает. Да. Я, наверное, попробую еще какой-то предмет 3-го тира рыльнуть. Может, найду мать насекомое еще одну. Я думаю, она не будет ошибкой, если найти еще одну мать насекомое. Так, бог-жрец. Ну, бог-жрец пока что тут слабоватый, хотя спамит он будет здоров уже своим орком-жрецом. Так, Лэри прервал победную серию 10. Чё вы такие жесткие, алло? У него 2 цепочки, прикиньте. И с 2 цепочками он вынес челика, который имел 10 винстрик. На богах-духах. О, Манки Кинг в 3. Прекрасно. Манки Кинг в 3 это залог успеха. Смотри, бэм. Бэм. Нет, 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 нет. Вот так надо. Вот так можно. Бэм. Бэм. Боже, я обожаю Манки Кинга в 3. Вот когда-нибудь мне повезет, я Манки Кинга в 3 вот запишу. Соберу его, во-первых, в 3, а потом еще и запишу сверху. Это прям будет, ну, must have. Естественно, если получится. Я Бруду пока что продам. Я думаю, от нее толку никакого нет. Угу. Думаю, от Бруды пока что нет никакого толка. Толку. Ух ты! За 8 раундов 3 из 9. Серьезно? Вот это прогресс. Вот это прогресс. Достоин восхищения.
Короче, я надеюсь, что ко мне придет усиление в виде еще одной квапы. Хотя на самом деле я как-то переоцениваю, наверное, квапу. Почему я вот решил именно квапу сделать? Во-первых, у нее классная способность это вводить... Фух, я думал откисну сейчас. Правда, 3 никса появилось, но против вот такого разора, я думаю, 3 никса это не ошибка. Станчик, возврат урона, хотя урон ему как-то вообще не возвращается, судя по всему. Неизвестно по какой причине. Так, никсы. На вас вся надежда. Нормально. Нормально, отлично. Я бы даже сказал шикарно. Короче, я надеюсь, что, во-первых, придет ко мне квапа сейчас в двойку. Хотя бы одна квапа, я ее яйцом апну. Хотя бы. Хотя бы одна квапа, и я ее апну яйцом. Таким образом, у меня будет квапа в тройку и будет квапа в двойку. То есть дубликат у него будет, соответственно. Так, отлично, апгрейд есть. 2 змейки, 2 скорпиона. Пока что мне нравится расклад. Пока что мне нравится. Вот. И почему же я все-таки взял квапу? У нее есть классная способность. Это обезоружь плюс ломать позиционку своего противника. Поэтому против убийцы, я думаю, это самое то. Плюс я ее уже закинул в гнездо. Это будет у меня самая дорогая фигура. И у меня 100% должны фигуры появляться трехзвездочные. 100%. Бэм. Бэм. Я вот только не понимаю одного, почему у меня двухзвездочная фигура появилась. Манки Кинг у меня появился в тройку, а этот появился в двойку. Почему? Как это работает? Мне все равно, вот, знаете, не покидает мысль о том, что я чего-то не знаю насчет инсектоидов. Вот не покидает меня эта мысль. Может, кто шарит жестко по инсектоидам, напишите в комментариях, чего я не допросчитываю, недопонимаю, вот чего. Я, кстати, выберу Кирасу не просто так. Я думаю, все прекрасно понимают, почему именно Кирасу я выбрал сейчас. Это из-за того, что тут есть убийца. Плюс это минус броня. Ну, как бы плюсик есть плюсик. Лэри там, конечно, жесткий. Ух ты, дух. Чтоб мне дух на 8 уровне пришел. Тридцатый раунд, а у меня гнездо Мамора еще в 2 звезды. Угу. Чувствуется импакт, да? Я надеюсь, что у меня будет минимум никсов перерождаться. Мне нужно как минимум это Манки Кинги. Мне нужны больше Манки Кингов. Я, кстати, наверное, сейчас буду в уровень идти. У меня, в принципе, все в двойку, кроме МК. Все в двойку, кроме вот Манки Кинга. Да, я, наверное, брать уровень буду дальше. С уровнем я смогу больше дубликатов поставить. Так, ну это все хрень, поэтому я это скипаю. Спасибо. Аптечка это то, что доктор прописал. 4 из 9. Вы, ну... Мне хочется заорать. Хочется настолько жестко кричать. Морф с посохом 3-го тира. Ага. У меня проблема. Этот... Боже, эту кнопку надо удалить. Эту кнопку нужно уничтожить. Не знаю, кто ее придумал, потому что, ну... Вот скажите, пожалуйста, кто-то пользовался вот этой вот кнопкой автоматической расстановки? Насколько она вас выручала? Вот кого-нибудь она выручила хоть раз, эта кнопка? Потому что сколько раз она мне кликалась, мне она ни грамма не помогла. Вот ни грамма. Угу. МК, давай без... 2 тычки окаменения. Давай, 3-ю тычку окаменения. Чекайте. Наныл. Наныл. Живинстрик имею, прикиньте. Вот это вот поворот событий. Вот это да. Где моя квапа? 4 из 9. Угу. Угу. Ясненько. Понятненько. 12 раундов прошло. 4 из 9 имеем. У него кто-то в гнезде Маморов 3 звезд.
Что ж делать? Я пока думаю про свою ситуацию, так как это, ну, не то что патовая ситуация, это... МК будет? А, понял. 0 вопросов. Нет, так нет. Нет МК, значит нет МК. Это уже... Как это... Вот как это назвать? Вот напишите в комментариях, как это назвать. 4 Никса переродилось. 4. Не 1, не 2. 4 Никса переродилось. Ни одного МК. 4 Никса. Помните, я... Серьезно? Ты сейчас рофл надо мной держишь или как? Трехзвездочный Свен. На 33-м раунде, благодаря гнезду Маморы, он его, значит, нашел на 8-м уровне. Он закинул его в гнездо Маморы, и оно его, ну, почти за 9 раундов апнуло. Почти. Я не знаю, когда он там засунул в гнездо Маморы Свена, но, по-моему, это, ну, подкрутка. Скилл чистый. Чистейший скилл. Ладно. Зато у меня 5 из 9 гнездо Мамора. Ну вот, вот, ребята, это скилл? Это скилл. Это скилл. Скиллуха. Если что, ребята, я сейчас не горю. Ну, в действительности это лютый рандом. Как я уже сказал ранее, когда есть гнездо Мамора, ждите вот таких вот приколов. Ждите. И все. Не знаю, я думаю, я Скорпиона апну в тройку. Тут самое жесткое, то, что меня еще убийцы выносят. Но убийцы меня выносят чисто из-за того, потому что у меня нету, ну, адекватной фигуры не спавнится. Как я уже ранее сказал, это сборка разработчика. Давай, побольше Манки Кингов, молю. Пачку Опять Никс. Мне этот Никс будет сегодня сниться. О, Манки Кинг. О, так ты сейчас сдох еще. Один Манки Кинг, 4 Никса. То есть на одного Манки Кинга вы получаете 4 Никса. Берешь одного, 4 в подарок. Вот это акция. Вот это вот я понимаю. Минус, боже, я еще в топ-3 могу не зайти, да? Ну хотя бы вот мое излишество хп, ну помоги мне, а. По-моему, какой-то бред сейчас сделал. Ладно, буду ролиться. Квапу, пожалуйста. Квапу. Одну. Одну квапу. Пожалуйста. Никс тоже хорошо. Манки Кинг. Это отлично. Не, ну, в принципе, если получится, то я Манки Кинга в тройку бы собрал. Закерил бы Манки Кинга в тройку и от него-то играл. Я уже жалею о том, что я закинул именно в гнездо Мамора Квапу, а не Манки Кинга. Надо было Манки Кинга засовывать. Вот что-то... Вот не поверил я как-то в Манки Кинга, и вот сейчас жалею. Дико жалею. Ну, как говорится, на ошибках учатся. Поэтому, ребят, запоминайте вот такое вот действие, никогда его не совершайте, как совершил его я. Хотя задумка была у меня классная. У меня была бы самая дорогая фигура на столе из инсектоидов, потому что я бы засунул туда сердце насекомых, мать насекомая называется предмет. И у меня была бы самая дорогая фигура, это Квапа. И от нее бы все отталкивалось. Но, кстати, цепочку возьму, потому что это контроль. А контроль мы что? Верно, любим. Плюс у меня есть кто? Квапа, верно. Вот от Квапы сейчас будем и отталкиваться. Я надеюсь, Квапа, конечно, в тройку ко мне придет в скором времени. И заживем мы счастливо. 7 из 9. Вся надежда на нее. Короче, задумка была классная. Но вот что я сейчас вижу. О, мать насекомая. Берем. Берем и закидываем в Квапу. Дай бог повезет, может Квапа будет появляться хотя бы почаще, нежели Никсы. Хотя
Я думаю, для Никсов тут особый статус, поэтому им... И Ник сам подкручу. О, Манки Кинг в тройку. Бэм! Одна палка минус толпа народа. Бэм! Две палки минус толпа народа. Давай третью. Третью палку. Чпунь. Я не верю в квапу против морфа. Вот не верю. Но хотя бы я сейчас не откисну. Это единственное, во что я верю. Это единственное, во что я верю. Это хотя бы то, что я сейчас не особо откисну. То есть я чуть-чуть откисну, но не прям много. Но Манки Кинг бы, я думаю, справился бы с таким морфом. 7 из 9. Давай, 8 из 9, молю. О, МК, отлично. О, отлично. Скоро вырастет. Скоро вырастет мое сверхсекретное супероружие. А может, еще одного Манки Кинга через яйцо собрать? Уже как бы лейт-стадия, мне нет смысла как бы их копить. Я надеялся, что мне квапа выпадет, но, как вы видите, квапа как-то не хочет идти. Ну, вот как-то, ну, не настроено сегодня она приходить. Не настроено и все. Не хочет. Ну, не хочешь, так не хочешь. Боже, твои проблемы. Буду я еще расстраиваться из-за того, что ты ко мне не приходишь. Фе. Я вон посмотрю на Свенчика, который пришел на 33-м раунде. Кстати, я безоружен, что кошак ВП не сработал на Свена почему-то. По какой-то неизведанной мне причине. 20 тысяч чистого урона. Без шмоток, прикиньте, что молодой творит. Без шмоток 20 тысяч чистого урона. 25. Ну, не чистого, ладно. 31 морф и 25 Свен. В общем, ребята, жду от вас комментариев на этот счет. Что вы думаете по поводу отличного реализации гнезда Маморы? Не знаю, единственное, какие шансы я сейчас ставлю на себя, это то, что я смогу сейчас убийц выносить. Ну-ка давай, на кого ты сейчас думал рыпаться? Иди сюда. Сюда подошел? Давай, сейчас пару Манки Кингов, и я тебе сраку разорву. Давай. Так, 0 Манки Кингов я вижу. 0 Манки Кингов. Так, квапа в двойку есть. Квапа в двойку есть, значит, это символ победы. Пошли, 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 пошли. Бэм! Все, я же говорил, что я сейчас тебе вынесу, молодой. Говорил, говорил. Минус 12 чисто тебе так. На. Пощечь. 39 раунд. За 20 раундов мне наконец-то квапа в тройку пришла. Наконец-то мне квапа в тройку пришла. Так все, это победа. Это победа. Все, конечная для молодого. Его Свен в тройку не справится с моей квапой на 39-м раунде. По-любому не справится. Все, ему кирдык. Можете смело смотреть, как сейчас челик будет писать завещание. Знаете, в чем самый огромный прикол? Я брал Кирасу против убийцы, она как бы сработала как надо, но минус в том, что она не будет работать против Свена. Свен бьет половину чистого урона, если не чистый. Не, и он бьет все-таки походу чистым уроном, да? И по щеке побежала слеза. Квапы нема. Даже близко квапы нема. Да. Грусть, печаль. Ну, что поделать. Такая жизнь. Такая жизнь. Вот так вот играешь на инсектоидах, играешь. У тебя квапа в 3 звезды на 39-м раунде. Стоит 9 монет. И, естественно, сейчас перерождение всех инсектоидов будет отталкиваться от квапы, если, естественно, она выживет. То есть, если она жива, то от нее будет отталкиваться все перерождение звездочности фигур. То есть,
По сути, если она доживет до конца, то все фигуры должны трехзвездочные быть. То есть ни одной фигуры не должно быть двухзвездочной. Потому что она 9 монет целых стоит. Чел целых 2 посоха наролил себе магических. Но это его катка, это его катка. Но я себе, наверное, катку все-таки испоганил тем, что зря я все-таки перестроился с охотников. Хотя, если бы я не перестроился с охотников, то не факт бы, что я бы что-то сделал и дальше, потому что тут убийца еще был огромный. Короче, я не знаю. 50 на 50. Я вроде бы и думаю, что как бы сделал ошибку, перестроившись. Может, шар бездны сейчас поможет мне. Хотя единственное, что мне поможет, это Библию прочитать, наверное. И то, если поможет. Не уверен. Но помолиться можно будет. Не знаю, ну, объективно, я даже не знаю, какая расстановка мне может помочь. Может, Квапа успеет сейчас что-то сделать? Ну-ка. Так, отлично. Отлично, без руш есть. Квапа еще одна в тройку появилась. У меня теперь 2 квапы в тройку. Все. Ему кирдык. Да все, как я сказал, это победная. Бам. Погнали, погнали, погнали. Сколько минус? Блин, там еще и морф. Падла морф. Ну, если мне повезет еще разочек на пару МК в тройку, пару квапы в тройку, то в принципе, опять эта долбанная кнопка. Только я сейчас мышкой ее случайно кликнул. Кто-то сомневался о том, что мне не выпадет? Ой, елки-палки. У меня дубликатов нету. То есть, ну, у меня есть дубликаты, но их недостаточно. То есть у меня один слот сейчас свободный. Я зря апнул эту змейку. Ой, зря апнул. Это уже, понимаете, мозг поплыл. Это уже мозг поплыл. Что бы я тут ни творил на инсектоидах, вряд ли я что-то смогу сделать. Он еще и духа себе сейчас собрал. Прикольно. Блин. Переставил своего. А чё у меня цепочка сработала? А, у него манта. На манту сработала цепочка. А чё квапа двухзвездочная появилась? У меня ж квапа трехзвездочная жива. Какого черта у меня появилась квапа двухзвездочная? Как это работает? Нет, тут какой-то есть прикол, потому что у меня квапа 9 монет стоит на продажу. Она самая дорогая фигура у меня на столе. Короче. Похоже, это работает не так, как вот написано в синергии. И оно работает не от самой дорогой фигуры цены продажи которой. То есть вот у меня сейчас квапа стоила 9 монет. У меня вдруг откуда ни возьмись появляется квапа двухзвездочная. Такого быть в принципе не должно, если все соответствует описанию. Я понятия не имею, вот честно. Скорее всего работает это все-таки от звездности фигур, а и от звездности дубликатов. Скорее всего это так работает. По крайней мере я так думаю. Но так оно или нет, кто знает. Короче, кто шарит жестко по инсектоидам, напишите мне в комментариях, как все-таки инсектоиды работают. Вот кто прям, не знаю, живет этими инсектоидами, мне нужна ваша помощь. Ребята, помогите мне понять этих инсектоидов. Но все-таки я скажу следующее. Инсектоиды — это любимая синергия разработчиков. Вот любимая комбинация, синергия, что угодно говорите, как угодно называйте, но суть в том, что это максимально рандомная синергия, от которой скилл не зависит. Ну и вы сами видели, какое у меня гнездо Мамора. На 39-м раунде ко мне пришла квапа в тройку, когда моему противнику пришел Свен в тройку на 33-м. Я думаю, что-то буду делать с гнездом Мамора. Либо же сделаю большее количество хп. Хотя на самом деле гнездо Мамора — это кайфовая реликвия. Единственный, какой баланс нужно внести, это антимага понерфить. Вот потому что сколько раз я пытался записать охотников, да, у меня получалось сделать медузу в тройку, да, до 20 раунда, да, я там всех выносил, но появляется всемогучий антимаг,
на 25-м раунде, окей, под гритерами. Да неважно, под чем он там появляется, просто под какими-то спидами появляется. И все, он взрывает. Вот серьезно, он взрывает. Я своей медузой в тройку ничего не мог ему сделать. Ну ладно, это уже дело третье, поэтому я когда-нибудь, знаете, вот выложу эту катку, где медузу в тройку собрал, и там, где мне несколько антимагов взорвало просто без единого шанса, несмотря на то, какие у меня были предметы. Вот я когда-нибудь это выложу. Вот когда-то я выложу это. Вот доведет мне все. Даже я, знаете, как сделаю? Я сделаю короткий ролик и выложу. Ладно, короче, будем подводить итог, потому что я уже совсем пошел в лес и не по дрова, естественно. Вот, заключение. Инсектоиды для меня это все-таки та же самая рандомная помойка. Вот, да, в этом патче можно еще как-то на них играть. Но не дай бог переходит в стадию лейта, и не дай бог у твоего противника есть синергия посерьезнее, то есть вот как, допустим, убийцы. Мне люто повезло, что я его вынес один раунд. Люто повезло, потому что у меня заспавнились фигуры как надо. А вот если бы они не заспавнились, я бы откис в топ-3. То есть в топ-3 ты смело можешь на инсектоидах заходить. Если тебе прям со старта инсектоиды идут, то, в принципе, я думаю, ты можешь, ну, как бы, пуш-потенциалом всех вынести. Но тоже, только если тебе инсектоиды прям со старта прут и прут. И я бы все-таки в эту синергию оставлял всегда эту цветку в тройку. Именно та, которая за 3 монеты, которая стабильно может хорошенько присесть на лицо. У нее, конечно, свои минусы, но тоже, помните, намного проще собрать себе вайпера в тройку под волшебниками через воинов, закинуть ему мом и вынести всех инсектоидов. Ну и, естественно, если там, конечно, у инсектоида будет пару этих манки кингов, то да, тут в этом случае Monkey King взорвет. Это вы и так прекрасно и без меня знаете. Вы, я думаю, в принципе, и так и без меня знаете плюсы и минусы. Поэтому, ребят, следующий. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И не забудьте, 50 лайков. Новый год все-таки идет, давайте 50 лайков добьем. Я знаю, вы можете. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться на мой YouTube и на мой Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!